1 октября в 19 часов 49 минут по московскому времени с Байконура к МКС отправится грузовой корабль «Прогресс». Он доставит на орбиту более 2 тонн различных грузов – топливо, воздух, научное оборудование, а также посылки для космонавтов и астронавтов. Стыковка грузовика 2 октября в 2 часа по московскому времени. Наша планета до сих пор формирует облик Луны. При помощи зонда Lunar Reconnaissance Orbiter на ее поверхности было обнаружено 3000 трещин длиной до 10 километров. По мнению ученых, они вызваны гравитационным воздействием Земли. Специалисты считают, недра нашего естественного спутника постепенно остывают, что в будущем приведет к уменьшению Луны. На следующей неделе начнутся переговоры между Россией и США о совместном проекте полета к Венере. За основу взята миссия «Венера-Д», которая включает в себя орбитальный блок, спускаемые аппараты и 2 аэростатных зонда для изучения атмосферы планеты. Спускаемый модуль должен передать фотографии и работать на поверхности планеты несколько дней. Специалисты Центра управления полетами успешно провели маневр по уклонению МКС от фрагмента космического мусора. Вероятность столкновения была высока. Однако после включения двигателей на пристыкованном к станции космическом корабле «Прогресс» высоту станции подняли до 421 километра. Это был фрагмент ракеты-носителя «Пегас». Прогнозировал, что он пройдет где-то в километре от станции. Это было достаточно опасно, и мы решили провести уклонение станции от этого объекта. Это было 24-е уклонение. Кстати, самое первое уклонение тоже было от фрагмента ракеты-носителя «Пегас». Германский аэрокосмический центр поставит телескоп «Ирозита» для аппарата «Спектр-РГ» в феврале следующего года. «Спектр-РГ» – крупнейший российско-немецкий проект научного космоса. Его главная задача – исследование скоплений галактик и черных дыр в рентген-гамма-диапазоне. Основной инструмент будет немецкий, телескоп «Ирозита», и второй инструмент российский. И это вот хороший пример того, как делаются такие проекты. То есть ни Германия сама по себе, ни Россия сама по себе такой крупный, хороший проект реализовать не могли бы. А такое сотрудничество даст, если все хорошо, лет на 10-15, очень хороший работоспособный инструмент, который большой вклад должен нести в астрофизику. В столичных вузах начнут продавать космическую еду. Первые автоматы с пищей для космонавтов будут установлены в Московском авиационном институте. На фотографиях от 27 сентября лунное затмение. В этот раз оно совпало с суперлунием, когда наш естественный спутник был на минимальном расстоянии от Земли. Из-за этого визуальный размер Луны был на 14% больше обычного. В следующий раз суперлуние затмение одновременно можно будет наблюдать в 2033 году. 4 октября 1957 года началась космическая эра человечества. С космодрома Байконур впервые на орбиту отправилась ракета-носитель Р-7 со спутником на борту. За свои 1440 витков вокруг нашей планеты спутник преодолел свыше 60 миллионов километров расстояние от Земли до Марса. Позывные спутника услышали все страны мира. Эти ноты стали первыми нотами космоса. Его простая форма, шар и 4 антенны, стала символом новой эпохи, а русское слово «спутник» вошло во многие языки мира. Луна за непривычным для нее занятием изучением азбуки. Спутник. Последнее слово японской моды. Новые прически.
Лайка и спутник. Самый мощный гамма-всплеск был зафиксирован в мае 2013 года с помощью космического телескопа Ферми. Вспышка была на расстоянии 3,5 миллиарда световых лет, а ее энергия оказалась в 35 миллиардов раз сильнее, чем у видимого света. Ученые предполагают, что гамма-всплеск представляет собой узкий луч сверхновой, который вырывается из ее полюсов, когда звезда коллапсирует, превращаясь в нейтронную звезду или черную дыру. Гамма-всплески находятся на огромных расстояниях, порой миллиарды световых лет. На Земле увидеть гамма-всплеск нашей галактики можно раз в какие-нибудь миллионы лет, наверное. Но зато, если они происходят близко, и мы попадаем в конус, а близко в данном случае это тысячи световых лет, то это может серьезно повлиять на климат на нашей планете. Например, может разрушиться озоновый слой и какие-то еще неприятности произойти. Поэтому периодически люди рассматривают близкие гамма-всплески с лучом, попадающим на Землю, как причину глобального вымирания видов. Самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва. То есть, по всей видимости, действительно из взрывных выделений энергии, которые происходят действительно быстро по нашим меркам, гамма-всплески занимают лидирующее положение, а уж если тем более мы сидим вот в этой струе, попадаем в эту струю с большой концентрацией энергии, то да, нам это кажется очень мощным взрывным событием. В эти дни Центр управления полетами отмечает 55-летие. Сердце любой космической миссии и главный координатор действий космонавтов. Об истории и будущем ЦУПа в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.